Обвиняемый в госизмене политик Владимир Кара-Мурза 10 апреля выступил с последним словом на закрытом судебном заседании. Граждане судьи, я был уверен, что после 2 десятилетий в российской политике, после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади суды над советскими диссидентами в 1960-70-е годы. Не говоря уже о запрошенном сроке и лексике про врага, это даже не 70-е, это 30-е. Для меня, как для историка, это повод для рефлексии. На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является раскаяние в содеянном. И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды, за выступление против войны в Украине, за многолетнюю борьбу с диктатурой Путина, за содействие принятию персональных международных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого, я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов, и хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении. А виню я себя только в одном, что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой – ценой войны. В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое – белым. Когда на официальном уровне будет признано, что 2 × 2 – это все-таки 4. Когда войну назовут войной, а узурпатора – узурпатором. И когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь. Приговор Владимиру вынесут 17 апреля. Прокурор запросил для него 25 лет лишения свободы.